самочка, в том числе долгожданные наши крузиахилы краспидопусы, которых мы очень хотели. Вот они. Сейчас они сразу... Нам неоднократно задавали вопрос, а что же именно мы привезли из Германии, кого именно? И сейчас мы на него отвечаем. Друзья, наверное, нашим самым большим и самым лучшим, интересным приобретением, которое мы сделали на ваши донаты, вы уже знаете, около месяца мы включили донаты, и некоторые суммы вы перечисляете. Спасибо вам огромное, действительно очень помогаете. Так вот, у нас в течение некоторого времени живет одна единственная самка такой поразительной лягушки, как Крузиахила краспидопус. Это, по-русски я уже, вот честное слово, причудливая квакша, вот как это называется по-русски. Удивительная лягушка, лягушка из Центральной и Южной Америки, лягушка, которую довольно сложно найти. Мы в течение 2 или 3 лет пытались найти хотя бы пару этих лягушек. К сожалению, удалось нам получить только взрослую самку, и она некоторое время у нас уже живет. Самца мы не могли приобрести. И сейчас, благодаря вам, мы из Германии привезли 5 штук молодых. К сожалению, их было 6, но пока целый день я провел на таможне, один детеныш погиб. Но осталось 5, доехали они благополучно, с ними все прекрасно, они очень хорошо начали питаться, растут. Почему, в чем, собственно, был сыр-бор, почему их сложно получить? Несмотря на то, что эта амфибия содержится и разводится в террариумной культуре, очень немногие ее разводят. Разводится она довольно сложно и дает очень мало потомства. У нее кладки 10-15 икринок. Соответственно, 10-15 головастиков получить, это та лягушка, которая до сих пор не широко распространена в террариумных коллекциях. Держат ее действительно хорошие такие крепкие профессионалы, которые умеют работать с амфибиями. Чем она интересна? Она интересна, во-первых, конечно, своей причудливой формой. Формы у нее удивительные. Есть мнение, что эта форма помогает ей скрываться от врагов на некоторых листьях, имеющих определенную форму. Вы видите, форма этой лягушки совершенно уникальна, никто другой такую форму не имеет. И к ее врагам причисляют в том числе и обезьян, которые днем собирают спящих древесных лягушек и используют в пищу. Так вот, увидеть среди разрезанных листьев крузиахилу практически невозможно. Кроме того, эта лягушка интересна своим способом размножения. Дело в том, что многие из вас, кто смотрит за нашими амфибиями, наблюдает, они знают, что большинство амфибий, которые у нас содержатся, это ракофориды, это семейство летающих или веслоногих лягушек, которые делают кладки вне воды, сооружая гнезда. Даже филомедузы делают кладки над водой, заворачивая икру в листочек. Так вот, краспидопус точно так же относится к филомедузидам. Это близкая к филомедузам лягушка. Мы видим даже, как она двигается. Она двигается медленно, плавно, как все обезьяньи лягушки. Эта амфибия тоже делает кладки над водой. Она делает их в дупле, которое заполнено водой, приклеивая небольшое количество икринок к коре над водой. И головастики развиваются в дупле, откуда потом появляются молодые детеныши. Квакша очень красивая, квакша необыкновенная, квакша очень сложная в содержании. Поэтому, конечно, нам невероятно хотелось получить эту амфибию. И, собственно, благодаря вам мы теперь надеемся, что молодняк вырастет, достигнет половозрелости, и среди них будет хотя бы один самец, который нам был так необходим. Ребята, спасибо вам еще раз. Смотрим, насколько прекрасна эта амфибия.
Так делают вид, как будто бы тыква это их самая любимая еда. Прям такое блаженное лицо. Ну все, что украл, то самое вкусное, я понимаю.